heavy on the thought. Keep that body nice and taut. Sly one looking lucky, deep, 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 cool. Give me something I can't beat. Heavy on the thought. Keep that body nice and taut. Sly one looking lucky, deep, 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 cool. Give me something I can't beat. Heavy on the thought. Warm light, still rise, go runs through my eyes. Thin breeze, skin bright, day starts breathing inside. Steps off street. Всем привет, меня слышно? Добрый день, ребята. Если слышно, дайте плюсики в чат, пожалуйста, чтобы я удостоверился, что есть связь. Отлично. Тогда начнем. Окей, так, это у нас... Ладно, начнем здесь тогда. Начнем с анализа старших таймфреймов, ребята. Надеюсь, у всех эта неделя была плодотворной, удачной. Ценовое движение, думаю, не такое было прям сложное, да? Надеюсь, для вас. Так, что мы имели... до этой недели, да, на прошлой неделе. Так, это сейчас. Так, месяц можно не смотреть, потому что месяц еще не закончился. И буду брать в качестве старших таймфреймов трехдневной диапазон, трехнедельный и недельный диапазон. На трехнедельном мы имеем вот этот rejection блок. Так, я его отмечу, разделю на квадранты. Так, и на недельном мы имеем вот то же самое, имеем rejection блок. И имеем два swing low снизу. Как это нам нужно читать? Нужно было читать, да? Если вы помните, на прошлой неделе я дал прогноз, что цена сначала сформирует в sell side SMT дивергенцию, потом пойдет на buy side.
нужно было мне учесть, что сейчас я исправлю вот это. Так. Так, я не учел на прошлой неделе один момент, когда мы имеем rejection блок и имеем снизу sell-side ликвидность в виде равных low, то первым делом цена будет стремиться всегда заполнить, отторговать, то есть не заполнить, а отторговать диапазон rejection блока. Магнитом, то есть DOL, Draw on Liquidity, это будет у нас именно в таких случаях диапазон rejection блоков. Обычно это имбалансы, либо rejection блоки. Они являются всегда магнитами для цены. То есть они сначала притягивают. Притяжение является манипуляционным движением. То есть все области, куда цена притягивается, это манипуляция. А противоположное движение этому, это уже дистрибуция. И дистрибуция, она должна быть связана с ликвидностью. Здесь мы имеем вот ликвидность. Сейчас, на данный момент, вот, ликвидность этой недели, вот этой текущей, плюс мы имеем здесь ликвидность 60 дней. Это квартальная ликвидность по IBDA Data Range. Почему 60 дней? Потому что вообще алгоритм работает именно через ликвидность, и эта ликвидность создается в определенных промежутках времени. Как ICT учил, эти диапазоны на старшем таймфрейме, они делятся на 20 дней, 40 дней, 60 дней. Это средний, да? Есть и больше, потом есть и меньше. Но средний для работы мы берем именно 20, 40, 60. И вот здесь, ноябрь 17 числа, это у нас ликвидность 60 дней здесь находится. Это значимая ликвидность. И цена сначала сходила на buy side. Сейчас я вам покажу. Здесь. Так. Сняли сначала ликвидность 60 дней с buy side на это Dow Jones. В Dow Jones давно сняли. А на S&P. Так. Вот, смотрите. Вот здесь была ликвидность 60 дней. Ее давно сняли и еще переобновили. Вот тут было сформировано SMT у нас, тем самым, который дала сигнал нам, то, что будет теперь разворот. Разворот так и случился. И после этого, когда сняли уже ликвидность 60 дней, алгоритм будет охотиться за ликвидностью в противоположной стороне. То есть вот эта ликвидность. Сначала была первая попытка, вот эта попытка была, попытались снять эту ликвидность, но из-за того, что у нас здесь есть уровень сопротивления в виде rejection блока. Почему rejection блок? Да? С английского, если переводить, rejection это отклонение. То есть вот этот элемент является элементом отклонения. Как только цена заходит в диапазон вот такого блока в виде rejection блока, здесь ее отклонят. Поэтому это называется rejection, то есть блоком отклонения. И вот как мы видим, здесь цена пыталась прийти, забрать эту ликвидность, но ее отклонили. После отклонения мы вернулись, забрали здесь вот ликвидность, затем сформировали тут. Сейчас. Сформировали SMT-дивергенцию. Вот тут. Где-то SMT. Вот. Сформировали SMT-дивергенцию. И после этого цена снова развернулась уже. Эта SMT-дивергенция была вот здесь. Вот как мы видим. NASDAQ обновил этот high, а S&P 500 сделал fail. Тем самым мы образовали SMT-дивергенцию. И где эта дивергенция сформирована? Ключевой уровень. У нас ключевым уровнем здесь был опять rejection блок. Вот этот rejection блок.
снова мы смотрим, цена приходит, заходит в диапазон этого rejection блока и ее отклоняют. Ключевой инсайт для вас, ребята, когда цена заходит в диапазон rejection блоков и тут формируется SMT дивергенция, это почти 100% новый разворот. Запомните этот момент. Поэтому на старших таймфреймах обязательно отмечайте диапазон rejection блока и ждите, как только цена зайдет в этот диапазон, затем сформируется SMT дивергенция, это будет сильным сигналом для разворота. Вы можете поймать начало расширения, либо начало глубокого отката. Как здесь, допустим, смотрите. Так. Вот тут тоже была сформирована SMT дивергенция, вот таким только образом, вот она. Вот видите? Цена сначала зашла в диапазон rejection блока, отмечу я его. Здесь сформировали SMT дивергенцию, и цена отклонилась, и тем самым сделала глубокий откат в противоположную сторону до диапазона снова rejection блока. Затем здесь мы снова сформировали SMT дивергенцию, да, и снова цена теперь пошла в фазу, зашла в фазу дистрибуции. Теперь, что мы имеем теперь на данный момент, да? На прошлой неделе мы имели здесь. Вот у нас опять rejection блок, а снизу у нас ликвидность. Теперь у нас тут сформировано два swing low, которые формируют относительно равные лои. Плюс мы имеем снова диапазон rejection блока, вот он, который еще не сбалансирован. Тем самым здесь можно было ожидать, то, что цена сначала поднимется в диапазон rejection блока, затем отсюда уже развернется. Если спустимся на более младший таймфрейм, в диапазон трехдневных циклов, то тут мы увидим явный, то есть более чище можно увидеть диапазон rejection блока. Это будет вот этот диапазон. Вот этот. Я его отмечу. Вот этот красный диапазон у нас будет теперь диапазоном rejection блока. Теперь это таймфрейм 3 дней, то есть трехдневных циклов. Я спускаюсь по одному уровню ниже со старшего таймфрейма. Чтобы вы поняли. Итак, здесь теперь что мы имеем? Мы имеем rejection блок, который является магнитом для цены, и мы имеем здесь еще сформированные 3 swing low. Значит, у нас эти уровни будут ликвидностью. Так, ликвидностью. Куда цена будет расширяться. Так. Расширяться. Но для начала она должна сходить в диапазон магнита rejection блока. И здесь, как только цена войдет в диапазон rejection блока, мы должны увидеть SMT дивергенцию. Как только будет сформирована SMT дивергенция, как вот в этих примерах, да, мы можем сразу уже искать слом структуры и от слома входить в позицию в противоположном направлении, в шорты. Но теперь спустимся на более младший таймфрейм. Так, вот так. Но цена находится где? Она еще далеко от этого rejection блока, да? Это пятница, и в новой неделе мы должны ожидать какое движение?
То есть цена должна прийти, так, нарисуем вот так. Она должна подняться к этому уровню. Здесь должна сформировать какой-то SMT с одним из двух активов. И тут мы должны после слома структуры входить в позицию. Плюс это дневной таймфрейм. Смотрите, на дневном таймфрейме мы имеем еще один дополнительный магнит в виде дневного имбаланса. Вот он. Это Daily FEG. Это удалю. Перейду на младший таймфрейм, теперь это 4-часовой. Теперь, как я всегда обычно говорю, для... Так, сейчас... Почему дни не отображаются? А, вот. Вот, теперь у нас начинается новая неделя, и мы имеем вот этот текущая неделя, она будет теперь рабочей областью для нашей новой недели. Как мы должны отмечать эту область? Сперва мы должны посмотреть, вот, если вот это движение, куда это привело нас. На прошлой неделе вот рабочим диапазоном был этот. Да? Мы поднялись, сняли здесь ликвидность, здесь был тоже rejection блок, от которого цена отклонилась, сделала слом структуры и пошла в шортовом направлении. И тут, когда новая неделя начнется, если здесь формируется слом в лонг, значит это было откатным движением. И уже в новой неделе нашей рабочей областью будет вот этот диапазон. Если цена здесь сделает слом, и цена вернется внутрь этого диапазона, мы будем работать именно с этим диапазоном. То есть мы должны будем разделить его на премиум и дискаунт, и ожидать цену, чтобы она поднялась в премиум, и тут уже смотреть на реакцию. Либо будет пробой дальше, либо будет разворот. Но так как у нас байас от старшего таймфрейма шортовый, мы здесь должны увидеть откат от какого-то уровня. Либо вот этот дневной имбаланс будет, либо вот здесь rejection блок. Вот на 4-часовом уровне здесь тоже вот rejection стоит. Если цена пробьет этот уровень, здесь вот смотрите, на 4-часовом таймфрейме есть единственный, вот цена до сюда еще не дошла, имбаланс 4-часовой, плюс мы имеем вот этот propulsion блок. И цена находится именно в диапазоне этого блока. Пока что. Итак, теперь мы определили, какие у нас сценарии могут быть по отношению к новой неделе. Да? Если цена пробьет, закрепится ниже уровня, мы должны работать в шортовом направлении. Да? А если отсюда развернется, то это значит был откатным движением. И мы должны теперь ждать цену, чтобы она поднялась в премиум. Потому что это уже новая неделя. И в новой неделе она должна работать с диапазоном предыдущего цикла. Предыдущий цикл будет у нас этот. Так, я это уберу отсюда. Блин. Итак, у нас здесь формируется азиатский рейндж. И что мы здесь имеем на азиатской сессии?
Тоже удалю. Это тоже удалю. Смотрите. Открывается неделя. Вот она, неделя открывается. Снимает sell side. Sell side мы снимаем тут уже. Вот. Снимаем sell side. И заходим, опять возвращаемся вовнутрь предыдущей пятницы. Вот у нас здесь range пятницы. Это low, это high. Здесь мы сняли low пятницы, опять возвращаемся вовнутрь. Если теперь это посмотреть чисто по структуре, то мы здесь можем увидеть SMR. То есть начальная фаза здесь формируется SMR. Почему? Потому что у нас вот здесь displacement свечи, они уже отсюда сформировали смещение. И как они закрываются, смотрите, на тела, надо обращать внимание на тело свечей. Вот. Так. Пятнадцатиминутный таймфрейм. Вот здесь у нас был high. Мы вот пробой закрепляемся выше этого уровня. Плюс вот у нас здесь уровень цист. Этот уровень. Мы закрепились выше, гораздо выше. В общем, по всем признакам видно, что это фаза SMR, зарождающаяся MMXM, buy model. И видим то, что вот 15-минутный имбаланс начинает удерживать цену, и от нее цена получает реакцию, обновляет временный хай, делает higher еще. То есть предпосылки к лонгам мы уже имеем. Плюс мы имеем на ключевом уровне SMT дивергенцию. Так. Здесь Hidden SMT. Тут и там вот мы снимаем, но по телам, если смотреть, у нас получается Hidden. Скрытая SMT. Есть. Теперь нам остается здесь увидеть внутри нового дня подтверждение для лонгов. Подтверждением для лонгов у нас будет SMT дивергенция. В азиатской сессии не торгуем. Можем попытаться поймать в Лондоне. И вот смотрите, здесь уже у нас образовывается SMT дивергенция. Dow Jones обновляет лоу азиатской сессии. NASDAQ делает фейл. Вот. Теперь, как только мы увидели SMT дивергенцию, это у нас здесь был направляющий SMT. Здесь у нас был все уже слом есть через ЦИС, через МСС. Подтвердили. Вот. Вот телом закрылись выше. Да. Теперь тут уже на младшем таймфрейме мы можем поискать вход. Попробовать открыть позицию. Но для этого мы должны убедиться, был ли здесь слом. Как мы видим, здесь мы можем увидеть через цист, слом через цист, где сформировали опять вот имбаланс, и этот имбаланс удерживает цену. Мы торгуем всегда вероятностями, поэтому здесь мы можем попытаться открыть позицию в лонговом направлении. Теперь, как мы здесь делаем анализ и куда таргетируемся? Да? Вот тут мы предположили, что тут SMR есть. Если SMR есть, мы можем теперь измерить вот эту кривую продаж, этим инструментом Swing Rates. Да?
Теперь, вот диапазон 0,5. Это потенциальный наш таргет, вот этот high. Здесь формируется вот low risk buy. Все пока у нас подтверждается. Вот уровень low risk buy. Сначала цена пробила этот уровень, пришла, вернулась, протестировала и отсюда получила толчок. И ушли обновлять. Теперь мы находимся в эквилибриуме вот этого рейнджа. И здесь мы должны сейчас сформировать гэп. Цена должна сформировать гэп по MMXM моделям. Если мы формируем сейчас кривую покупок, то вот тут как раз таки уровень, где обычно формируются смещения, сильные смещения. Так, временно тейк ставим сюда, вот сюда, либо на 15-минутный имбаланс. Сейчас посмотрим, где у нас в противоположной стороне 15-минутный имбаланс. Вот как раз таки здесь находится у нас вот имбаланс, вот он. Мы можем поставить до его диапазона, потому что цена может либо оттолкнуться, сделать откатное движение, либо пробить этот уровень. Нам самое главное вот сейчас, в данный момент, увидеть вот тут гэп. Если гэп образуется, мы можем смело таргетироваться уже на хай этого рейнджа. Главное, чтобы здесь формировали гэп. Если не будет гэпа, то есть имбаланса, то мы будем работать вот до этого уровня. И отсюда ждать откат. Окей. Так, давайте теперь Смотрите теперь вот сюда. Вот этот гэп, который не был протестирован на 30-минутном таймфрейме. Вот этот уровень, диапазон, он остался не протестирован. То есть он является breakaway гэпом. Если breakaway гэп, то что мы можем здесь делать уже? Мы пользуемся measuring gap инструментом. Вот он. И смотрите, куда показывает наш первый таргет. Вот как раз этот уровень. Значит, мы можем здесь. Здесь нью-йоркская сессия началась. Вот как только будет сформирована SMT здесь в sell-сайде в Нью-Йорке, мы можем открыть позицию на buy снова. Потому что вот мы уже здесь видим, что цена формирует MXM модель, только buy model. Вот тут у нас временный таргет. Почему цена здесь пришла и отклонилась? Мы зашли опять в диапазон rejection блока 30-минутного. Но сверху у нас имеется дневной имбаланс. Поэтому вот сюда таргетироваться опасно. Потому что мы имеем дневной имбаланс. Поэтому надо реально видеть свои таргеты, свои цели и разумно расставлять тейк-профиты. Окей, давайте посмотрим. Здесь еще SMT нету. Давайте на младший таймфрейм перейдем, посмотрим здесь.
Вот тут... ладно, ну-ка. Будто бы есть SMT, но просто и там, и здесь сняли. Окей, давайте посмотрим тогда, дадут ли здесь слом. Если слом будет, слом структуры, то можно попытаться поймать вход. Начинается Нью-Йорк ПМ. Если смотрите, здесь тоже можно попытаться, так как мы торгуем вероятностями. Этот уровень, если взять за цист, да, и вот как раз мы пришли тестировать этот уровень. Отсюда цена должна развернуться. Можем попытаться так сделать еще один вход выполнить и таргет на этот хай. Есть, отработали. Значит, и как раз смотрите, цена пришла в диапазон дневного имбаланса, получила реакцию. И здесь, судя вот по этим свечам, шортовым, медвежьим, здесь уже может сформироваться разворот, потому что мы здесь сформировали уже вот аккумуляцию, консолидацию. И вот это движение, это, кто помнит из урока основного курса, вот такое движение, это манипуляционное движение. И это манипуляция через импульсное движение. То есть резким движением цена сначала делает бросок в одну сторону, потом резким разворотом с такой же свечой формирует противоположное движение. Это манипуляция. И тут, тем более, вот здесь уже заканчивается день. Там уже нечего ловить. Но это будто бы начало разворота. И если сделать контекстный анализ, да, мы пришли в диапазон дневного имбаланса, получили реакцию и плюс сформировали SMT-дивергенцию. Вот здесь, смотрите. Вот, между сессиями. И разворот, он логичен, потому что мы здесь, вот внутри этого дня уже сформировали такой широкий рейндж, который еще не сбалансирован. У него есть несбалансированная область вот тут. Если на 30-минутный таймфрейм перейдем, то как раз таки та область, вот эта область, она не сбалансирована. И цена должна спуститься сюда и потом уже продолжить движение в buy side, к магниту, к нашему. Так. Теперь здесь день сейчас закончится. Сейчас закончим день. Все. Перейдем на 4-часовой таймфрейм, на старший таймфрейм. Что мы имеем? На 4-часовом таймфрейме мы имеем здесь вот этот имбаланс 4-часовой, плюс на М30 мы имеем вот этот имбаланс. И теперь, если мы разделим, я буду брать range отсюда, потому что это dealing range. Мы сняли здесь ликвидность, сформировали SMT-дивергенцию, поэтому мой dealing range начинается именно отсюда. Тяну сюда 0,5. Значит, цена здесь находится ровно на уровне эквилибриума. Потому что, почему не ищем SMT? Потому что сильный актив из триады на данный момент это Dow Jones. Поэтому работаю с Dow Jones.
То есть, если вы хотите посмотреть, то есть вы работаете на одном активе, то вы должны работать, сверяться по поводу SMT с сильным активом. Сильный актив у нас Dow Jones, поэтому я работаю с Dow Jones. Сила активов между этими тремя индексами, оно меняется. Оно меняется. Если хотите понять, как оно меняется, то этот секрет у меня в курсе. В курсе по IBDA Lookback. Те студенты, кто прошли обучение, они уже знают, почему, как надо выявлять сильный актив и как с ним торговать. Окей, продолжим. Теперь. Так. Как определять? Вот в курсе вся информация у меня в курсе IBDA Lookback. Можете пройти обучение и научиться всему этому. Теперь по отношению к новому дню, ко вторнику, у меня какие цели? Я буду ждать реакцию либо отсюда, либо отсюда. Потому что вот у меня в дискаунте два ключевых уровня. Первый в виде 4-часового имбаланса, второй в виде 30-минутного имбаланса. Окей, теперь давайте посмотрим, как будет развиваться новый день. Азиатская сессия. Мы пробиваем 4-часовой имбаланс. Телом закрываемся ниже уровня. Значит, цена отпустится еще ниже. Начинается лондонская сессия. И тут мы вот здесь прям сигнал. Хороший сигнал, смотрите. 30-минутный имбаланс. Вот его 0,5 уровень. И смотрим, как свечи закрываются. Ни одна свеча не закрылась здесь ниже уровня 0,5. Это алгоритмический сигнал, то есть подсказка со стороны алгоритма, то что он вам говорит, я не намерен двигаться ниже этого уровня. То есть вот как раз таки уровень EOFED мы сначала пробиваем, потом возвращаемся вот сюда. Берем реакцию. То есть здесь мы можем уже открыть одно лонговое направление. Стоп. За этот имбаланс. И теперь здесь. Так как, смотрите, у нас мы получили реакцию от дневного имбаланса тут, да? И здесь, так, сформировали этот хай и этот хай. Мы имеем, какую ликвидность, вообще цели мы имеем здесь, на buy side. Вот этот хай, локальный хай имеется. Затем имеем сессионную ликвидность, вот эту. Этот уровень, здесь мы имеем дневной, имбаланс дневной. Сейчас я включу, чтобы он отображался. Вот. Этот уровень пробить тяжело будет. Поэтому здесь что мы можем сделать? Мы разделяем его. Да, разделяем этот уровень и можем целиться на 0,5 этого диапазона. Если цена пробьет дальше, мы можем вот сюда таргетироваться. Но просто это зона сопротивления, и сразу ставить таргет сюда, это будет не целесообразно. Плюс не надо забывать то, что мы торгуем во вторник. Как цена
двигается во вторник, я вам уже говорил. То есть, если у вас очевидная цель стоит, и это у вас вторник, то с большой вероятностью цена не дойдет до этой цели. Окей, хороший сигнал, есть, пошло. Так, здесь 15, здесь 8 часов еще. Вон цена уже сделала хорошее движение, смещение было, оттолкнулась. То есть отсюда мы зашли, стоп сюда поставили. И таргет вот этот 0.5 уровень. Почему? Потому что мы имеем хай предыдущего дня и сессионная ликвидность плюс. И целимся вот как раз на 0.5 этого уровня. Открыл вот в нью-йоркской сессии сразу забрали эту ликвидность. Дальше посмотрим, понаблюдаем, что здесь цена сделает. Так, это М15. М15. Hello, great fan of Tony's trading. Said that I don't understand Russian language. Don't worry, bro. Tomorrow I will put subtitles in English also. Итак. Вот. У нас есть SMT. Здесь у нас мы уже имеем SMT. Тут можно было попробовать войти. Тут можно было попробовать войти. Окей, ну-ка на М5. Да, у нас, смотрите, вот SMT здесь сформировано. Вот она. Так. Dow Jones забирает этот лоу, то есть от этого ордер блока получает реакцию. Плюс мы здесь формируем вот моментум SMT. То есть здесь можем уже даже отсюда с этой позиции открыть лонги. Стоп мы можем поставить за сюда. Подтверждаем. Стоп за этот блок. И куда теперь мы целимся? Сейчас на М15 посмотрим. Так, на М15 мы закрылись выше уровня дневного имбаланса. То есть это уже говорит то, что все, цена пробила этот уровень. И мы можем целиться вот на эти равные хаи. На эти равные хаи. Подтверждаем. Почему не выше? Потому что здесь у нас был ордер блок. То есть rejection блок. Так, где он был? Недельный, трехдневной. Выше. Чуть выше. Вот он. Вот он. Вот он. Так, теперь посмотрим здесь. Здесь.
Вот в такой ситуации у нас есть, смотрите, равные почти, относительно равные хаи и магнит rejection block, этот дневной. В таком случае, зная, что цену будут притягивать в диапазон rejection блока, можно таргетироваться к начальной границе этого rejection блока. К начальной границе. Потому что цена по-любому должна войти в этот диапазон и внутри уже сформировать SMT-дивергенцию. И один из трех активов либо сделает full fill вот этого диапазона, либо до половины дойдет, а один из них вот задержится в начальной стадии до уровня 0.25. Вот в этом диапазоне должен задержаться один из активов. Это удаляем. Окей. Yeah, bro. ICT language is universal. А все, день закончился, тут уже, блин, ловить нечего. Так, азиатская сессия. Так. Блин, я неправильно измерил. Смотрите, неправильно. Вот диапазон недельного rejection блока. И мы здесь уже вошли в его диапазон. Я работал здесь, сначала отметил дневной. Вот. Мы уже находимся в диапазоне здесь. Внутри недельного rejection блока. Теперь посмотрим. Так. Блин. У нас уже SMT имеется. Вот. SMT с Dow Jones. Так. Где эта нью-йоркская сессия? Вот она. Вот нью-йоркская сессия. Это все я удалю лишнее, чтобы не мозолило глаза. Так, мы имеем SMT-дивергенцию, и цена вошла в диапазон недельного rejection блока. Вот. И тут мы должны теперь смотреть на младшем таймфрейме, дадут ли нам слом структуры. Перейдем на M5. Слом структуры. Вот здесь, когда у вас сформировано SMT, вы должны ожидать просто слом. Если слом дадут, можно попытаться открыть. Вот смотрите, у нас здесь имеется MSS. От этого low мы сформировали этот high. Плюс именно вот тут уровень цист. И внутри этого смещения мы создали вот тут имбаланс. Вот маленький имбаланс у нас имеется. Вот. И это получается у нас формируется ICT 2022. Модель входа. Вот. Мы сделали смещение, закрылись телом ниже этих ключевых уровней. И теперь нужно ожидать, что цена вернется к этому имбалансу. Мы можем здесь оставить лимитку. Вот.
выставили лимитку и смотрим, как цена здесь будет реагировать. Так, мы вошли в позицию. Опять смотрите, алгоритмические сигнатуры. Вот у нас диапазон этого 5-минутного имбаланса. И смотрите на свечи, как тела закрываются внутри этого диапазона. Ни одна свечка не смогла телом закрыться выше этого. Это уже сигнал, это подсказка. Так, окей, а где позиция-то? Блин. Окей, отсюда откроем еще. Окей, теперь куда нам таргетироваться? Да? Мы уже имеем здесь SMT-дивергенцию и наша идея, которую мы строили в начале недели, что если цена придет в диапазон rejection блока и здесь формируется SMT, это будет сигнал к развороту. Куда мы можем целиться теперь тут? И тут вот наш таргет здесь отработал тоже. Здесь первое вот скопление, вот видите, здесь скопление ликвидности. Вообще тут MMXM модель, прям четкая MMXM модель, вот она сформирована. Но мы должны работать с ближайшей целью. Вот тут у нас скопление, аккумуляция, и тут мы можем искать наши таргеты в шортовом направлении. Здесь у нас вот полка ликвидности в форме относительно равных лоев, equal lows. Можно вот сюда сразу таргетироваться, здесь смело. Почему? Потому что у нас есть... Почему смело можно здесь искать шортовое направление? Потому что мы работаем с синхронизацией со старшим таймфреймом. Старший таймфрейм у нас показывал, помните, ликвидность. Основная ликвидность у нас находится в sell-сайде. Вот тут. Сейчас 4-часовой таймфрейм. Вот основная ликвидность у нас находится здесь. Так. Вот она. Так, Friday, Monday. И вот тут еще. Вот она. Вот. Вот полка ликвидности здесь находится. Мы пришли, куда нам нужно было прийти. Сформировали SMT-дивергенцию. Так. Диапазон, вот этот диапазон недельный, смотрите, на... Так, Dow Jones это... Так, 3 дней. Нам нужен диапазон 3 дней. Вот диапазон 3 дней. Вот именно этот диапазон. Здесь мы уже... Сейчас я на квадранты разделю этот квадрант. Вот мы почти пришли к верхней вот этой 0.75 уровню. Больше половины прошли. Диапазон 3 дней. Сейчас. Даже нет. Где этот? На Dow Jones мы даже не смогли. Нет, не дошли даже. Вот тут мы сформировали SMT-дивергенцию. Вот тут. А этот диапазон, он так и остался, вот выше даже. Здесь даже не дошли. Так, на S&P 500. На S&P 500 тоже не смогли дойти. Значит, здесь уже цена хорошенько отклонилась. И слабый актив здесь является именно NASDAQ.
Остальные, самые сильные, Dow Jones, потом по силе здесь на данный момент это S&P 500 в шортовом направлении. Все, значит, вот этого достаточно. То есть, что мы здесь уже сформировали SMT-дивергенцию, и глубокого отката здесь не будет уже. Дальше вот этого движения не будет. Но явная ликвидность, вот я бы как здесь работал бы? Я сам не торговал. Я бы сначала поставил бы таргет на сессионную ликвидность. Вот. Сессионную. Но так как, смотрите, 3 сессии подряд они находятся почти на одном уровне, вот эти два цена сразу заберет. Но так как тут у нас rejection блок, вот он, отсюда цена может развернуться, либо сделать откатное движение. Поэтому это как бы рискованно и надо целиться к цели разумно. Я ставлю стоп за хай, который сформировал SMT-дивергенцию, и таргет сюда. Забрали. Но еще нью-йоркская сессия не началась. Подождем нью-йоркской сессии. Но зато нам дали очень хороший сигнал. Вот это было смещением, displacement candle. Вот это. Это дает хороший сигнал нам, то что цена теперь будет двигаться в sell side. И наша идея изначально, она, значит, будет отрабатывать. И теперь, если объяснить, вот это движение лонговое в начале недели было специальным. Вот смотрите, цена двигалась в buy side и формирует здесь ликвидность, low resistant. Вот эти лои, это относительно равные лои. Вот эту ликвидность оставили, не забрали, эту не забрали. Здесь опять сформировали, не забрали. Всю эту ликвидность, это low resistant ликвидность. И она была специально сформирована для вот этого движения. То есть первые 2 дня алгоритм формировал для себя почву для будущего движения. Вот. Пока поднимались в buy side, одновременно снимали ликвидность вот с этой стороны, с buy side, очищали эту ликвидность, и алгоритм подготавливал себе условия для будущего движения. Вот это теперь сформированное движение будет ликвидностью для будущего этого движения. Так, здесь 9:30. Вот уже сейчас Нью-Йорк начнется. Так. Нью-Йоркская сессия, да? Значит, мы должны теперь здесь отметить наши пои. Вот тут. Отметить наши пои. Вот у нас тут 15-минутный имбаланс. Вот он. Так, сейчас посмотрим на часовике сначала. Ага, отлично. Теперь вот эта свеча, вот эта свеча. Угу.
Почему нет? А, я отключил же. Так. Сейчас. Сети. Вот, Нью-Йорк уже начался здесь. Теперь. Вот в такой ситуации, когда у нас есть смещение, сильное смещение, нам нужно искать SMT. Как только Нью-Йорк открывается, у вас будет маленькая SMT, незаметная даже, и некоторые не замечают, это SMT моментум. Как только он будет сформирован, это будет сигналом для входа у вас. Вот это SMT. Здесь можно открыть позицию short. И куда теперь можно таргетироваться здесь? Так. Ага. Я включу. Так, имбаланс. Где это? Блин, я удалил, что ли? Так, 4-часовой. Мне нужно теперь здесь отметить. Я имею dealing range. Вот этот dealing range у меня имеется. Так. 4-часовой имбаланс мне нужен. Здесь. Так. Вот тут имеем 4-часовой имбаланс. Значит, почему я разделю сначала вот этот диапазон на премиум и дискаунт. Премиум и дискаунт. Да. Хоть у нас вот эта ликвидность, явная ликвидность sell side, то цена никогда она не будет двигаться у вас сразу одним движением пробивать. Она будет зигзагообразно. Поэтому, чтобы не ждать, чтобы не поймать вот это откатное движение внутри вашей открытой позиции, надо правильно таргетироваться, чтобы, если вы вошли в позицию, чтобы он сразу отработал, а не ждали вы откат, потом продолжение движения. И тут, так, мы имеем вот здесь, видите, скопление полное, вот это low resistance ликвидность. Ниже у нас вот 4-часовой имбаланс, вот он. Вот эта линия, это 4-часовой имбаланс. Я буду таргетироваться именно сюда, до начала, к верхней части диапазона 4-часового имбаланса. Вот смотрите, вот этот признак, сильное смещение, это говорит о том, что теперь цена находится здесь именно в данный момент в фазе расширения, и он будет стремительно идти к своей цели. Кто успел, тот успел. Он не будет здесь делать глубоких откатов в таких ситуациях. Когда цена уже сделала сильное смещение, он не будет делать откат. Это признак, это сигнал. Перейдем на М15, чтобы быстрее. Вот, есть отработка. Забрали ликвидность. И теперь смотрите, помните, я вначале здесь отметил квадранты. И как они отработали теперь, смотрите. Блин.
вот этот диапазон. Отключу, чтобы не мозолило глаза вам. Это тоже. Вот ровно 0,5 уровень, и отсюда цена отклоняется. Это тоже алгоритмический признак. То есть сигналы. Так, на часовом таймфрейме. Вот. Окей, мы забрали. Теперь мы достигли здесь имбаланса. Так, у нас уже, наверное, и день заканчивается здесь. Все, можно теперь прокрутить. Здесь ничего особого не будет уже. Так, азиатская сессия началась. Вот тут у нас есть Balanced Price Range, ребята. Вот этот диапазон у нас Balanced Price Range, потому что цена здесь, она торговала, вот отсюда начиная, вот до сюда. Этот диапазон полностью, он сбалансирован. Единственная несбалансированная зона, это была у нас вот тут. 15-минутный баланс. Вот. Как раз цена пришла в этот диапазон. Вот тут мы можно попытаться войти в шортовом направлении. Потому что мы имеем здесь BPR. И цена точно уже не поднимется на эти уровни, потому что здесь все уже вот сбалансировано. Вот оно. Несколько раз. Единственная зона, которая не была сбалансирована, это вот этот 15-минутный баланс. И цена как раз пришла сюда. Тут на М5, если мы увидим слом, подтверждение к этому слому, можно попытаться войти. Вот тут мы имеем уже, смотрите, признаки слома. Если взять вот эти три свечи за displacement, внутри displacement мы сформировали вот имбаланс, да, и цена не смогла пробить диапазон этого имбаланса. Можно попытаться прямо отсюда здесь открыть шортовую позицию. То есть вот внутри этого движения, вот, то есть это уже вчерашний день, это была среда, откатные движения, они короткие. Цена находится в фазе дистрибуции. В фазе дистрибуции, я вам говорил, ребята, когда еще разбирали, по-моему, недельные профили. Там цена делает минимальный откат и продолжает свое движение по направлению к цели. Так. И куда мы здесь можем целиться? То есть первая очевидная ликвидность у нас будет вот этот low. То есть low недели. И тут мы можем теперь анализировать, ребята. Здесь уже подключаем недельные профили. High у нас сформирован в среду. Да? Получается midweek reversal. Если у нас midweek reversal, то мы должны теперь сформировать low недели. И мы, так как мы стоим у границы, вот это временный low недели, временный. Внутри этого профиля недельного мы знаем то, что если low был сформирован в начале, в понедельник, то это временный и его пробьют к концу недели. Поэтому первый таргет очевидный будет у нас вот этот. Это ликвидность. Так как здесь, смотрите, плюс мы находимся в диапазоне, вот, сессионная ликвидность тут, ниже опять low resistance ликвидность и сессионная ликвидность Лондона. Можно таргетироваться сюда. Вот этот уровень, он у нас protected low. Protected. Почему? Потому что он здесь, мы забирали предыдущие здесь ликвидность, и здесь же сформирована
SMT дивергенция. Поэтому этот уровень protected, и его пробить цена не сможет с одного раза. А вот эту ликвидность она сможет забрать. То есть целью будет ликвидность вот эта. Так. Начинается лондонская сессия. Хорошо. Все. Забрали. Забрали ликвидность. Теперь смотрим. Сверяемся. Ага, вот. Сформировали SMT дивергенцию с Dow. Вот она. У нас есть SMT, и это SMT опять сформировано внутри rejection блока. Сейчас на H4 перейду, и вы увидите прям. Вот этот блок на старшем будет rejection блоком. Так, сейчас можем даже вот так сделать. Вот, да. Видите, вот это rejection. Мы опять зашли вовнутрь диапазона rejection блока, и здесь сформировали SMT дивергенцию. Это сигнал, то, что будет разворот для одного откатного движения. Тут теперь как раз здесь начало нью-йоркской сессии. На М5 посмотрим, дали ли слом здесь. Так, даже на М3 можем посмотреть нам. Да. Окей, что мы имеем? У нас есть, да, даже почти на М1, вот прям четко. Вот смотрите, у нас тут вот цист, уровень циста. Вот это у нас свечи displacement опять формируются. Displacement candles. То есть свечи смещения. Внутри этих displacement candles должно сформироваться FVG. И цена как раз должна оттолкнуться от этого имбаланса, от этого FVG. Сейчас на М3. Так. Вот тут на М3 у нас есть имбаланс, да. Как раз, вот он. Вот этот имбаланс. Вот FVG. И отсюда цена отталкивается. Но у нас пока нету слома. Слом не дали. Хоть было смещение, был цист, нам нужно, чтобы цена закрылась выше этого уровня телом. Вот. Давайте посмотрим дальше. Оп, есть. Вот теперь есть. Здесь можно так, как работать. Вот еще один имбаланс. Теперь я делю этот диапазон, вот это смещение на премиум и дискаунт. Вот. Цена, этот имбаланс находится у нас в премиуме. Поэтому можно смело ожидать, потому что цена должна спуститься в дискаунт, протестировать этот имбаланс после слома. Вот. После слома у нас здесь сформировался слом. После него должна спуститься в дискаунт и отсюда должна уйти в buy side. Я ставлю сюда лимитку. И куда я могу таргетироваться здесь, да? Так. Видите, вот эти полки ликвидности, они специально вот были сформированы алгоритмом
для того, чтобы потом быстро это все схавать одним движением, да, либо двумя импульсными движениями. Таргетом теперь здесь будет у меня вот эти равные хаи. Я отсюда ставлю вот так. Видите, вот этот хай, вот полное здесь явное вот скопление. Сюда таргетироваться надо. Вот этот хай нельзя, потому что это protected опять. Он защищенный, потому что здесь сформирована SMT дивергенция, и отсюда цена ушла вниз. И над ним находится BPR. У нас вот это движение SMT, которое было сформировано, оно дало движение для отката, не для расширения, для отката. Если откат, то откатное движение, оно докуда двигается? До имбалансов. Опять мы сейчас включим наши имбаланс, чтобы 15-минутные балансы были видны и могли с вами. Теперь, чтобы понять, от какого имбаланса цена развернется, мы делим на премиум дискаунт. У нас есть цели. И вот этот имбаланс может задержать цену. Вот это здесь. Короче, до хая. Давайте посмотрим теперь. Ага, мы вошли в позицию. Отлично. Теперь осталось поставить Take Profit на этот уровень. Мы видели, да, то, что здесь много 15 минут. Можно сделать так. Перейти на М15 и там уже смотреть. Оп, есть. И смотрите, опять цена пришла в диапазон 15-минутного баланса, который находится под BPR. И здесь уже день заканчивается. Все. Теперь, что мы здесь имеем? Удалю все это. Так. Вот Азия начинается. Тут еще один важный момент теперь. У нас снова формируется SMT дивергенция. Вот она тут. Вот. Все. Это обозначает о том, что фаза здесь манипуляции, она завершена. Вот это движение, откатное движение, это движение было откатным внутри нашего HTF сценария, но если посмотреть теперь с младшего таймфрейма, что мы здесь видим? Мы вот тут аккумуляция, вот она аккумуляция, и это движение было манипуляционным движением. Манипуляция. В фазе манипуляции мы сформировали SMT-дивергенцию. Вот она, SMT-дивергенция. Теперь нам нужно просто вот тут дождаться слома структуры. Просто слом структуры. Мы должны увидеть слом структуры и все. Так. Оба. Смотрите, здесь даже так. Тут есть и даже еще одно дополнительное подтверждение. Смотрите, вот Hayden SMT тоже нам дали, оказывается. Hayden SMT. На первый взгляд, будто бы в Азии забрали полностью buy side, но вот телами мы видим то, что вот здесь Hayden был. Значит, дальше. Откуда мы можем... Так, слом. Вот. Вот слом.
MSS. И это опять Displacement Candles. Вот, Displacement Candles, внутри которого формируется SMT, то есть, я говорю SMT, FEG, имбаланс. Так. И мы видим, что, смотрите, как реагирует цена на диапазон этого имбаланса трехминутного. Прям вообще четко. Теперь это удалим. Смотрите, и почему вот этот диапазон, отсюда я не зашел? Потому что этот имбаланс находился у нас в дискаунте, а нам нужно, чтобы POI, ключевой уровень, был в премиуме. Вот этот уровень. Здесь у нас имеется два имбаланса. Вот первый и вот второй. Вот этот первый, он BPR. BPR. Почему? Потому что здесь вот это на уроке Зюсси. Вот у нас были уже здесь продажи, покупки и продажи. То есть он сбалансирован. Поэтому ожидать цену, что цена поднимется сюда, можно даже не ждать. Цена не дойдет до туда, развернется. Самый отличный вход это вот здесь будет. Все, входим в позицию. Окей, теперь, если это теперь начало, продолжение нашего движения, то первый, смотрите, где у нас ликвидность скоплена, это будет, лоу предыдущего дня, первый таргет, это вот PDL, Previous Day Low. Но так как цена находится в фазе дистрибуции, вот опять здесь дистрибуция, и у нас еще это только четверг, да? Только четверг. Да. А, не, уже пятница, вот четверг. Это пятница, значит, конец недели. Сейчас посмотрим. Первый таргет будет вот этот. Второй таргет будет этот. И как раз, по-моему, я в пятницу смог поймать это движение. Да и торговал только в пятницу, получается. Где это? Где это? 17-е. А, вот начало вот этого. Вот начало. Вот вся отработка. Вот это пятница. И мы сейчас находимся как раз здесь. Окей, первый таргет сюда. Еще разберем еще в Нью-Йорке. Как в Нью-Йорке нам давали пойти. А что, наш тейк не забрали? Нет, не забрали. Сволочи, гады. Смотрите, откуда развернулся. Да. Окей, значит, нам сейчас дадут возможность в нью-йоркской сессии дополнить вход. Раз, два, три, четыре. Стоп, 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 блин. Куда ты, куда ты?
Куда ты улетел так? Окей. Теперь мы имеем вот тут. Давайте развернемся чуть-чуть. Сделаем откат. Осталось чуть-чуть до Нью-Йорка. Сейчас. Вот так. Перейдем на М5. Вот, осталось 5 минут до Нью-Йорка. Что мы имеем здесь уже, да? Мы имеем в buy-сайде мы зачистили вот тут ликвидность и имеем теперь dealing range. Потому что вот тут тоже зачистили. Вот наш dealing range, да, рабочий. Вот он. Наш рабочий dealing range. Теперь мы делим ее на премиум дискаунт. И с премиума с POI ожидаем реакцию. В премиуме мы имеем только вот этот диапазон. Один единственный. Вот имбаланс. 15-минутный имбаланс. Так. И вот цена здесь как раз пришла внутрь этого диапазона. А на Dow мы даже не дошли до этого уровня. Вот, даже не дошли. Теперь здесь нам нужно будет просто увидеть отклонение и слом. Так. На М1. Здесь бы нет, мы бы не смогли бы здесь поймать. Вот единственная попытка была бы отсюда поймать реакцию. Отсюда поймать реакцию. В Нью-Йорке не дали бы. Потому что цена находится, когда цена находится в фазе дистрибуции от старшего, от ХТФ, то Нью-Йорк часто может делать такое движение. С открытием сразу улететь в down. Поэтому единственная попытка вот тут. Так. Либо вот первый first presentation gap на открытии equity. Вот он. First presentation gap. Отсюда можно попытаться поймать вход. Так. Вот таким вот образом. И теперь целиться. Где у нас был? М15. Все, теперь целимся на этот sell side. Так. Так, на М15. Смотрите. Цена здесь сделала смещение, затем опять сформировала 15-минутный имбаланс. Так. Вот достигли 0,5 уровня, вот теперь можно заходить опять. И сюда таргет опять. Также. Забрали ликвидность. Тут снова у нас формируется 15-минутный имбаланс. Вот он. Вот. От его теста можно опять заходить. Потому что у нас таргет, тут есть еще главный таргет.
да. Так. Go. Есть. И здесь еще можно было сделать анализ по STDV отклонениям, по-моему. Я так делал. Да, вот. И как раз целился сюда. Потому что это соответствовало моему анализу. Вот таким вот образом мы отторговали эту неделю. Так. Так. Затем цена развернулась. Мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Так. Можно так сделать. Таким образом мы достигли 60-дневной ликвидности. Вот она. Забрали. Затем уже обратно цена вернулась вовнутрь диапазона. Вовнутрь диапазона. Так. Теперь, что мы имеем на недельном таймфрейме? У нас осталась теперь последняя неделя месяца. Последняя неделя месяца. Эта неделя, она может быть теперь. Так. Сейчас. Вот. Так, где месяц? Почему не отображается месяц? Так, вот у нас март месяц. Март месяц. И последняя неделя март месяца. Это может быть тоже ТГИФ своего рода, ТГИФом месяца. ТГИФ месяца. Посмотрим, как следующая неделя. Если цена развернется отсюда, потому что мы уже тут с вами сделали. Так. Сейчас. SMT же нету, да, по-моему? Нет. SMT у нас нету. SMT нету. Так, но у нас теперь трехдневной. Ну-ка. Так. Мы имеем снова Окей, значит, на следующей неделе у нас рабочим диапазоном будет диапазон нашей вот этой текущей недели, вот этот high и этот low. И внутри вот этого движения мы уже вот здесь сформировали ликвидность, здесь оставили имбалансы непротестированные, вот здесь breakaway gap 4-часовой. И цена, если она намерена дальше продолжать движение в шорт, она должна сначала сбалансировать вот этот диапазон,
подняться в премиум, затем упасть вниз. Либо, наверное, не будет, потому что SMT дивергенции я не вижу внизу, чтобы дать полный разворот. Не будет. Будет откат в диапазон премиума и продолжение шортов. Продолжение шортового движения. Плюс я вчера вот скидывал анализ. Мы находимся, вообще очень интересная картина здесь. Так. Нет. Вот так. Смотрите. Вот у нас начало года. Да? Годовой цикл у нас состоит из 4 кварталов. 4 квартала у нас. То есть Q1, это по квартальной теории я делаю анализ. Q1, Q2, Q3, Q4. Итак, вот картина первого квартала. Если сделать анализ чисто по первому кварталу, вот, делать анализ по первому кварталу, вот, то мы тут имеем сразу заметно, что очевидный классический PO3. Если я его этот разделю вот, в диапазон, вот я годовой квартал разделил на фазы, на 4 фазы по квартальной теории. И смотрите, как они прям отлично сходятся. Вот у нас здесь был вот первый квартал. Я разделю их все вот так сделаем. Берись. 1, 2, 3. Да? Вот у нас первая фаза, это была аккумуляционной фазой. То есть квартал начинал формироваться через аккумуляцию AMDX. Теперь, если посмотрим, если то же самое сделаем уже попробуем с S&P 500 сделать. Удалим это все, это тоже нам не нужно. Нам нужен только вот это. Вот квартал, начало. И здесь вот конец квартала. Делим опять на фазы. Так, вот тут у нас имеется теперь SSMT по квартальной теории. Вот. Последний квартал предыдущего года. И здесь вот то же самое, последний квартал предыдущего года. Вот я разделил. Да. И что у нас здесь теперь имеется? У нас имеется SMT между фазами, годовыми фазами. Вот оно. Есть SMT. И это SMT, оно приходится в фазу манипуляции. Вот манипуляция. И тут вот происходит манипуляция в buy side. И вот это все движение, оно уже дистрибуция. Вот. Это дистрибуция. Это прям четко видно на Dow Jones. Вот Dow Jones. Открою сейчас. Вот Dow Jones. Здесь прям четко видно. И сейчас я вам, ребята, дам один инсайт, подсказку, которая сильная, которая поможет вам легче читать графики, когда вы торгуете индексами. Вот тут прям очевидно, да? Вот аккумуляция. Прям боковое движение явное. Тут даже особо присматриваться не надо, что прям явное движение боковое, прям видно. Вот оно. И первый пробой
этой зоны, этого диапазона, это всегда манипуляция. Вот. Достигли манипуляцию, сделали, сформировали опять SMT с NASDAQ и сделали смещение. Вот. Displacement. После displacement вот FVG, который сформировался во время этого displacement. И смотрим, опять алгоритм повторяется. Вот, ни одна свеча не смогла пробиться выше телом, оттолкнулись отсюда, и начинается фаза дистрибуции. Именно здесь, ребята, студенты, кто смотрит меня из курса IBDA Lookback, вот тут мы работаем по ОФ. По ОФ. Вот здесь мы работаем по ОФ. Прям четко все будет работать у вас. Именно в фазе дистрибуции. И еще один инсайт, который я вам хотел дать. Когда вы торгуете с триадой индексов, то есть это NASDAQ, Dow Jones, S&P 500, один из них всегда будет четко рисовать структуру. Один из них всегда. Два могут быть искажены, но один из них всегда будет прям четкая, в одной из них всегда будет четкая картина структуры. Будь это PO3, будь это MMXM, без разницы. В одной из них вы точно увидите, и как только вы увидите, это будет для вас сигналом. Разметка съехала, да, съехала, она на младших таймфреймах, она некорректно показывает. Надо будет свой индикатор создать по квартальной теории, чтобы корректно показывало. Да, дай бог, сделаем, тоже создадим. Научились создавать индикатор. Научился. Ничего такого сложного, оказывается, нет в этом. Если чуть-чуть пошевелить мозгами. Создал уже два индикатора для себя, для работы. Вот первый, вот, свой. Это IBDA Lookback, который показывает вот lookback и показывает cast forward, будущее движение, показывает все ликвидности. Потом создал еще один, сам создал индикатор, вот, ликвидный. Это уже по тоже IBDA Lookback, как работать на средних уровнях и на микроуровне. То есть все здесь показывается. Читать легко прям. И квартальный индикатор квартальной теории тоже создам для себя, для удобства. А то реально вот он уже замечаю, что он некорректно показывает фазы. Манипуляция была в Q1. Вы имеете в виду в каком таймфрейме? Месячный, квартальный, какой? Если месяц, да, месяц, то... Так, сейчас перейдем на H4. Январь, квартал. Нет. Нет. Вот я беру вот этот квартал. В квартальном, в Q1 не было расширения. В годовом была, аккумуляция же была. Вот январь месяц, вот он. Сейчас я включу месячные разделители. Так, вот январь месяц, вот. И оно было здесь. Так. Начало было... Если вы сам месяц спрашиваете, то внутри месяца, да, это развивался через XAMD. Но тут, когда мы считаем по квартальной, мы берем 3 месяца. Январь, февраль, март. И уже внутри этого, вот этого, когда мы берем в совокупности 3 месяца и разделяем его на 4 фазы, там уже по-другому все.
У нас один квартал годовой состоит из 3 месяцев. Поэтому мы должны брать диапазон с января, с 1 января по 1 апреля. Это получится, вот, если сделать вот так. 1 января, вот я беру, и 1 апреля, вот оно. Если так смотреть, вот прям видно, очевидно. Вот Q, вот это движение, это остается, вот смотрите, вот buy side аккумуляции и sell side аккумуляции. Вот оно. Вот sell side, buy side. Тут уже начинается Q2. Вот здесь начинается Q2. И в Q2 мы забираем сначала buy side, потом уже дистрибуция. Вот смотрите, чтобы определить диапазон квартала годового, мы берем 3 месяца. Вот январь, то есть январь, вот он начало на января здесь. Потом тут февраль начинается у нас и март. То есть с 1 января по 1 апреля мы берем именно этот диапазон. Сейчас я здесь вот его вот сюда поставлю. Он будет показывать. Вот видите, вот январь 01. Затем здесь окончание марта месяца. Вот. Вот март 29. Так, 30 марта, 31 марта. Вот оно. Вот сюда. Вот, 31 марта. Вот январь. Просто вот эти, здесь индикатор квартальной теории неверно показывает недели. Вот первое, но это не важно, это вообще не важно, это мелочь. Главное вот структура. И мы вот делим этот диапазон на 4 фазы. Отсюда я отключу. 4 фазы. Вот первая фаза, вторая, третья фаза. И самое главное нам увидеть, что вот в первой фазе происходит. То есть первая фаза это не полностью весь январь месяц. Первая фаза у нас приходится с 1 января по 23 января. 23 января. А если брать по неделям, если недели, вот тогда он будет точнее показывать. Это сейчас ровно по 20 дней он будет считать. Так. Где он был? Вот так сделаем. Дневные. Вот дневной. Так. Ровно по 15 дней. По 15. 15, 15, 30. Потом снова 15, 15. 60 дней получится. Потому что один квартал, он состоит из 60 торговых дней. Поэтому фаза Q1 это 15 дней, Q2 снова 15 дней, Q3 15 и Q4 тоже 15 торговых дней. Все, следующая неделя ожидаем продолжения шортового движения. Сначала ребаланс предыдущей недели, потом шорты. Как я и говорил, помните, сколько уже стримов я говорю, то, что вот это движение, это может быть началом манипуляций годового цикла. И вот уже похоже, что это началось. Нам нужно единственно закрепиться телом вот за этим уровнем. Телом. Как только будет закрепление телом на дневном таймфрейме, все.
начинаем охоту за вот этой ликвидностью. Плюс вот на месячном таймфрейме мы находились как раз таки внутри диапазона. То есть цена получила реакцию от так, где этот, где бежит доллар? Вот так вот. Видите? Так, удалим все это ненужное. Вот. Цена находится еще внутри диапазона месячного. То есть мы не пробили этот диапазон месячный. Нам нужно пробить этот диапазон и закрепиться ниже этого уровня. Вот. И если вот как раз еще месяц не закончился, следующая неделя, если она сможет закрепиться, то есть ниже упасть и телом закрыть этот диапазон, это будет хорошим сигналом. Но потом с нового месяца у нас вот ожидает опять магнит. Цена должна будет прийти сюда и потом отсюда упасть. Либо наоборот. Ну, пока что вот этот месячный имбаланс, он не перекрыт. Хоть мы забрали ликвидность, не перекрыт. И какие новости ожидают, интересно, теперь нас на следующей неделе? Ничего нету толкового на следующей неделе, поэтому особо сильных движений можно не ожидать. То есть цена будет двигаться просто по алгоритму. Сильных таких волатильных дней нету в конце марта месяца на индексах. Поэтому цена может либо опять сделать откат уже вовнутрь диапазона и сделать TGIF профайл. Вот месяц у нас. И можно ожидать вот к этим уровням. На дневном это будет вот как раз 0,5 уровень приходится у нас сюда. Так, сейчас. Ноль пять месяца. Вот как раз здесь скоплена ликвидность. Но на пути к этому у нас тут есть еще вот имбаланс 4-часовой. Плюс здесь BPR выше. То есть BPR диапазон. И сложно. То есть два уровня. Вот rejection блок, магнит. Здесь тоже магнит. Два магнита. Все, на этом все, ребята. Спасибо. Если есть вопросы, задавайте, пишите, подписывайтесь. Будем развиваться вместе. Хороших выходных вам. Чао-чао.